Всем доброго зимнего дня, друзья мои. Я снимаю с другого телефона, поэтому картина может быть совсем другая. Надеюсь, что более четкая. Время от времени нужно менять телефон, который ты используешь для съемок, потому что технологии на месте не стоят, и нужен более четкий звук, более четкая картина. Вот я вчера поехала по делам, я очень тяжело переношу поездки, поэтому стараюсь поменьше ездить. Ну, после операции мне немножко трудновато, устаю ужасно. Не всегда охота надевать эту повязку, потому что волосы путаются, это долго нужно на это потратить времени, и поэтому чаще всего удобнее очки. Очки надеваешь и едешь. Ну и темные очки, сами понимаете, постоянно и в темное время суток начинает голова кружиться. Тяжело переношу, устаю. Но все же поехала, потому что давно была намерена взять телефон для съемок новый. Ну, я так считаю, это мое мнение, что самый чистый экран — это Samsung. Тут не поспоришь, на самом деле. И памяти достаточно для съемок, и прочее. Samsung. Но хочу сказать, что Samsung именно вот такие с чистым экраном. Потому что если брать, то хороший телефон, как французы говорят, я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи. Совершенно не из-за выпендрежа, этот возраст давно прошел. Практические качества. И iPhone точно так же. Он очень практичный телефон, очень долго служит, большая память, не глючит раньше времени. Правда, у них, конечно, свой срок, 5-6 лет уже все. Будет работать, но не на том уровне. А так, мне кажется, они вечные. Вот. И точно так же для работы. Для работы и более ни для чего. Ну вот этот Samsung, собственно, он почти по такой же цене, не дешевый. Надеюсь, что он оправдает свою цену и еще года 3 послужит, потому что раз в 3 года обычно телефон для съемок я меняю. Бывает и чаще, но в любом случае еще один расход на еще один номер. Ну, что делать, это жизнь. Я вам хочу сказать, что чем больше вы зарабатываете, чем больше вы добиваетесь, тем больше вы тратите. И вообще имущество отчасти для человека это обременение. Как бы это ни звучало, как там в песне про еврейского портного, иногда богаче нищий, тот, кто не успел скопить, потому что его никто нигде ничем не держит. С одной стороны так, потому что когда вы покупаете, приобретаете жилье, за этим жильем нужно ухаживать, поддерживать в нормальном состоянии. Есть земельный участок, нужно обязательно там все это убирать, тем более сейчас закон есть, если долго не ухаживать, земельные участки могут и отобрать, да, есть и такой закон. У нас тут соседи, наверное, из-за этого, перепугавшись, начали ухаживать, убирать все. Хом заросло аж. Сколько мы здесь находимся, никого здесь не было. Потом как-то так быстро забеспокоились. Ну, это их земля, что хотят, пусть делают. Машины. Это обслуживание, замена деталей. Чем дороже машина, тем больше налог платишь за эту машину, тем дороже детали. Как говорится, за выпендрёж плати. Но машина, к сожалению, у нас еще хорошие не умеет делать, увы. А автомобиль — это все-таки твоя жизнь, безопасность твоих родных. Поэтому мы предпочитаем иномарки, чего греха таить.
они надежнее. Они предупреждают, у них очень много функций. Ну, я не знаю, почему мы вкладываемся в автомобильную промышленность нашу. Ну, не знаю, я вообще до сих пор не понимаю, в чем смысл. Потому что, ну, ничего не делается. Увы, в нашей стране очень высока коррупция. К большому сожалению. А управлять должны на местах патриоты. Понимаете, люди, которые вот душой. Они хотят, чтобы их страна была лучше. Чтобы люди жили хорошо, чтобы люди были счастливы. У нас хорошие люди. Вот, чтобы не говорить. Конечно, много придурков и мусора биологического. Но в общем и целом люди душевные, человечные. Мне кажется, наш народ заслуживает хорошей жизни. Ну, конечно, по мере того, кто насколько работает, это понятное дело. Не говорю, чтобы миллионы нам раздавали каждый день. Но, по крайней мере, нормальной жизни заслуживает этот народ. И... Ой. Как там Александр Первый, Николай Первый говорил, может быть, смилостивится Господь и снимет с нас это проклятие, и тоже заживем как люди. Сказал царь, который особо-то, ну, скажем, нет, он много сделал для страны, но до конца не искоренил, конечно, эту коррупцию и прочее, прочее. У него больше было времени на, как их называли, васильковые интриги или увлечения. Это женщины. И при всем этом он безумно любил свою жену, действительно любил. Но она физиологически дала ей отставку. Где-то годам 40, потому что ей было просто нельзя. Она болела, и врачи ей просто запретили это дело. Ну, думаю, что честно поступил. Он подождал. Вот немного выпало снега, как-то там напомнили, что все-таки зима. Надеюсь, не растает. Не хотелось бы, не люблю слякоть. Люблю снег, она закрывает, вот всю грязь мира закрывает. Вот почему я начала с некоторых пор любить снег. Я вспоминаю слова моей прабабушки. Она радовалась, когда снег выпадал. И на мои слова «почему ты так радуешься?» она говорила: мы в детстве знали, что турки воюют, когда тепло. Они дети степей, они кочевой народ, и они не любят зимние времена. То есть они очень такие... У них сразу в войсках начинается чума, начинается болезнь. Они свои походы не совершают зимой. Чаще летнее время, осень, если теплая. И она говорит, когда зима была, если тем более лютая зима, мы радовались, что многие останутся живы хотя бы несколько месяцев, что они не нападут, потому что они воюют не зимой. Представляете? Какое надо пережить народу, чтобы радоваться лютому морозу, зная, что этот мороз сбережет многие жизни. Ужасно это все. Ну, в России зима тоже играла определенную роль. Я вам скажу, во многом помогала выигрывать войны, именно как французы называли генерал Зима. Когда Наполеон говорил, что его победила зима. Конечно, народ победил его, но отчасти он прав. Мы-то привыкшие, мы северная страна и знаем наши зимы. Они нет, они сразу вымирают, как мухи. Мрут. Наша зима помогала всегда. И во время Великой Отечественной войны. Так что честь и хвала генералу Зиме. Ой, лес успокаивает, лес нервы, разум. Я немного отошла от дел, устала, восстанавливалась, потом много сняла последнее время, и нужно было набраться сил, естественно.
Я обязательно продолжу мемуары. Уже их набираем, текст. Я надеюсь, что в следующем году я издам. Пусть первую часть, но издам. Остальные мемуары, наверное, позже. Друзья мои, просто есть люди, такие любящие жизнь, понимаете, жизнерадостные, оптимистические. Знаете, что такое оптимист? Это когда ты падаешь с 9-го этажа, уже добралась до 4-го и думаешь, все хорошо, пока все нормально, пока нормально все. Вот примерно такой оптимизм, да? Юмор висельника еще называют. Кто такой пессимист? Это хорошо информированный оптимист. Этот мир очень жесткое место. Мы сюда приезжаем не расслабляться, а повышать квалификацию. Вот я об этом говорила, откуда мы приходим, куда мы уйдем. Во многих моих лекциях объясняла. Души приходят сюда, рождаются для того, чтобы проявить свои лучшие или худшие качества и вернуться обратно. И вернуться обратно и получить, может быть, лучшее место, кроме всего прочего, сущности, которые просто бродячие духи, это одно. А когда ты возвращаешься уже душой человека, живущего здесь, это особый статус. Потому что там блаженство, благодать, особенно для тех душ, которые, ничего не сделали, ни хорошего, ни плохого. Просто они создались из недр хаоса и существуют. Их не за что судить или награждать. Они просто есть. А вот когда ты приходишь, рождаешься и возвращаешься туда уже как душа человека, который здесь прожил, который прошел этот ад жизни, конечно, ты уже обретаешь форму, кроме всего прочего. Ты возвращаешься к своему родовому древу, к тем душам, с которыми ты связан именно по родству, по силе крови, здесь, находясь на земле. Много плюсов, но не все души хотят здесь оставаться. Когда ребенок рождается, вот в тот момент, когда он выходит из утробы матери, неважно, путем кесарева или рождается естественным путем, вот этот момент прохождения, пока выходит наружу, головой вперед, у него не стирается память. У него закрывают вот эту флешку, закрывают очень глубоко в подсознании. Отсюда и понятие дежавю, я здесь уже был, потому что мы до рождения, как души, были вот точно так же, как на фотографии бывают вот эти шары. Может быть, когда-то мы тоже в виде этих шаров путешествовали здесь, а потом родились. И нам кажется, что мы в этих местах уже были. И мы не случайно, рождаясь в одном месте, потом переезжаем в другую страну, рядом с другим народом, с другим языком, с другими особенностями культуры и так далее, и живем среди этого народа как свои. Потому что до рождения мы были в этих местах, и когда мы родились в другом месте, нас потянуло сюда, где наша душа уже была, и она здесь хочет быть еще раз, уже в обличии человека, понимаете, в теле человека. И вот он, когда ребенок выходит в этот белый свет, еще в утробе матери, в течение нескольких секунд, которая для Вселенной совсем по-другому как бы обустроена, там нету временного пространства. Почему люди, которые бывают в коме и возвращаются и говорят, что такое было чувство, как будто они там побывали несколько минут, им что-то сказали, что-то показали. Они лежали несколько месяцев. Ему дают ребенку, его душе, выбор. Ты точно хочешь родиться в этот мир. И если ребенок
Ну, душа уже, ну, он же не детская душа, эта душа может быть очень древняя. Душа, если передумала, ребенок рождается мертвый. Или умирает в утробе матери. Иногда люди говорят, вот вроде хорошие люди, вот почему у них ребенок, например, маленький умер, да, жалко. За что им это все? Если у людей сильный род, и этот род, родовое древо, знает, что родится в этот мир преступник, опозорит всю семью, и этот прославленный род станет проклятым, у них есть сила и возможность не дать этому свершиться. Они его заберут маленьким. Останется в памяти людей маленький ребенок, бедные родители, сочувствие. Все. А если он вырастет... Я не говорю, что все дети, которые маленькие, умирают, они должны были плохими. Нет, не в этом смысл. Просто хочу вам сказать, что в этом мироздании, ну, ничего просто так не бывает. Нет ни одной случайности. И ваши мучения в жизни, пройденные трудности, оно все не просто так было пройдено. Я вам говорила, еще раз скажу, когда в моей жизни был такой момент, я просто, вот у меня было такое состояние, это была молодость, маленький ребенок, абсолютно не любовь. Знаете, как тяжело, когда тебя не любят? Вот когда ты не нужен никому. Одиночество, нету ощущения семьи, любви, родных, близких. Ты как волчонок живешь, просто сам по себе грызешься, огрызаешься, потому что надо себя защитить. Вот эту маску жестокости надеваешь иногда, бесчувствия, чтобы выжить, не сойти с ума. И когда я просто решила пойти прогуляться, выйти так, и иду, там в Волгоградской области-то степной район, прям вот степь бескрайний, мы называем это пойма. Вот иду по этой пойме, вокруг ни души, равнина, степь да степь кругом. И как в голос начала просто, это даже не плач, это рев какой-то, рычание, что ли, вот вся боль, вся эта горечь в жизни, которая была еще тогда, я ж не знала, что мне еще худшее будет впереди. Просто зарыдала, заревела там. Никто не слышит, пустоту. И вдруг мне как будто вот сказали в голове: это нужно пройти тебе. Это нужно тебе пройти. И вы знаете, так легко стало мне. Так стало все равно на все вот эти вот оскорбления, желание задеть. Ведь самое страшное, это когда близкие люди, ну, близкие по паспорту, видят, что ты не ломаешься, пытаются вывести тебя на эмоции, на боль, на слезы, на плач. Их не устраивает, что ты молчишь в ответ на их оскорбление, что ты игнорируешь, ничего не говоришь, не отвечаешь ничего. Да, их так не они хотят выпить твою кровь, они хотят видеть боль. Понимаете, боль — это когда вот бьют плетью, да, и человек молча терпит, еще сильнее бьют, еще больнее, еще привязывают там кости, металл, чтобы вообще вот плоть просто разрывала. Для чего? Они хотят увидеть слезы. Их не устраивает просто, что они тебе вот уничтожают. Им надо видеть, как ты уничтожаешься, вот, чтобы причинить им кайф. И я стал совсем другим человеком в этот момент. Это чувствуется. Уверенность в себе и абсолютный, просто абсолютно наплевательство на все эти повадки со стороны. Понимаете как? Если ты не воспринимаешь себя таким, как они хотят внушить тебе, что ты такая да сякая, обнулить, уничтожить, вообще ты никто. Если ты это не принимаешь,
как восточная мудрость гласит, когда пришел один человек к мудрецу, начал оскорблять его всяческими словами. Тот улыбнулся в ответ, а этот отвернулся, повернулся, ушел. И ученик говорит ему: учитель, этот человек обозвал тебя самыми грязными словами. И вором тебя назвал, и мошенником, и дураком. А ты никак улыбнулся в ответ. Почему ты ему не сказал то же самое? Он говорит: вот смотри, ты идешь по улице, подходит к тебе человек и кидает на тебя оборванное, там, грязное какое-то, грязный наряд какой-то, одежду. Что ты делаешь? Ну, выкидывай в сторону. Правильно. Ты ж не одеваешь это. Это то же самое вот мнение подобных личностей. Если тебе говорят, что ты такая сякая, и ты это воспринимаешь, значит, они победили. Это та самая грязная, ободранная одежда. Я не такая, я это знаю. Забери себе. Вот это больнее. Игнор и спокойствие. Я вам могу сказать, что в моей жизни никогда не было спокойного периода абсолютного счастья. Всегда делала я. Все, кто вокруг меня, это принимал, воспринимал. Кто-то начинал думать, что, ну, то есть считать это как должное. Но делал я, не для меня. Для меня очень мало делали, и то при моей поддержке. Может, когда-нибудь я расскажу еще что-то. Пока не хочу говорить об этом. Но у меня в жизни никогда не было спокойного периода. Без боли. Причем это не обычная бытовая боль или проблемы, как у всех людей. Как правило, у меня в жизни всегда катастрофы. Это огромные моральные, физические труды, которые уходят в никуда. Это бывают огромные суммы, которые исчезают в никуда. Тебе идти некому, потому что ты сильный человек и гордый человек, и не будешь никогда беспокоить своих друзей, близких, знакомых. Да и вообще наша страна, в нашей стране есть вот общество наше, оно чурается и боятся людей, у которых беда. Наверное, это внутренний вот страх, ну, не стать таким же, не заразиться этой заразой, наверное. И всегда нужно рассказывать об этом после, когда это прошло, когда ты уже встала на ноги, когда ты нашла в себе силы не сойти с ума и жить дальше. Потом. Потому что в тот момент, когда тебе не очень, это воспринимается как слабость и сигнал действовать, уничтожать тебя дальше. Но во мне есть такой механизм, он включается. Это называется такой программа «Выжить любой ценой». Я выживаю. Пока что выживаю, всегда выживала. А дальше не знаю, не могу сказать вам. Но бывает иногда, когда жизнь кажется серой, когда тебе даже солнце противно. Однако, знаете, такой стих был: у сильных женщин бывают срывы, бывают ночи похуже ада, но только жалость им не надо, дается боль, дадут и силы. Нелегко. Когда мне люди просто пишут какие-то детские такие проблемы, я сижу и думаю, советую вам. Вы не представляете, что в этот момент у меня. Даже представить не можете. И не надо. Я сейчас намного сильнее, чем раньше. Опытнее. Некоторые трагедии и ужасы уже не раз пройдены, поэтому прекрасно знаешь, как при этих ситуациях вести себя. Внутренняя сила появляется огромная.
отключает полностью тебя от источника боли. Ты живешь и идешь вперед. Есть два варианта. Сидеть, жалеть себя. Какая бедная, несчастная, почему вот опять? И ведь столько было боли, но зачем еще раз? Почему у других вот хорошо, а мне никак не дают даже человеческого, элементарного какого-то счастья и прочее? Можно так начать. А можно просто сказать, я просто сильный человек, а у сильных людей непростая жизнь. Вы знаете, сразу все меняется. Это слово «настрой», как бы я не любила, оно сразу меняется. Либо ты погибаешь, гибнущий человек, либо ты сильный человек, и ты пройдешь этот этап в том числе спокойно. Когда-нибудь для кого-то станет примером. Расскажешь, объяснить, как это делается. Я вам говорила, если помните, вот это уныние – это грех, хоть это и по-христиански звучит, но это древнее выражение. Уныние – это страх называлось. Я вам напомню. Доля спасет от беды, по-моему, так называется моя работа. Я там объясняю, еще раз скажу, элементарные истины, которые помогают. Вера в банальности иногда спасает людей. Вот смотрите. Доля и недоля, две сестры. Доля, нить твоей жизни держит в своих руках. Это нить, скажем, красивая, блестящая. Если можно так назвать, здоровая нить, не разодранная. Когда ты начинаешь бороться, когда ты не позволяешь, потому что то, чего ты боишься, тебя и загубит, это очень древняя истина. Когда ты не позволяешь беде себя раздавить, то нить в руках доли. Она разглаживает ее, улучшает структуру. Ты начинаешь справляться с проблемами, в один момент одолеваешь это. Как только ты допускаешь мысль, что ты погибла, все, ничего не по что мне делать, все, куда идти, конец, все это катастрофа, тут же эта нить передается в руки недоли, которая начинает трепать, разрывать эту нить. И сыпятся бедствия на голову человеку. Знаете, да, такое выражение, беда одна не приходит. Или пришла беда, открой ворота, чтобы и другие приходили беды. Почему? Ты становишься магнитом для этих бедствий. Ты начинаешь тянуть и тянуть одно, второе, третье. Все, тебя уничтожат. Ты оттуда не выплывешь, не вылезешь. Одно будет, второе, третье, четвертое, какие-то дела с финансами, потери, что-то еще, чего-то. Посыпется вся жизнь. Поэтому, как бы вам не было плохо, тяжело, как бы вам не было депрессивно, как бы вы не хотели проснуться в этот мир, бывают такие моменты, когда человек не хочет просыпаться, он глаза открывает и думает, ну неужели я опять в этом мире? Как же мне там было хорошо. Причем сны очень яркие, это психика ваша, мозг успокаивает, ну и вообще в ментальном плане уводят вашу душу в лучшие миры, чтобы, вы набрали сил жить. Ведь человек может и не захотеть. Люди, вы думаете, умирают только потому, что болезни, катастрофы или накладывают на себя руки? Нет. Люди умирают, когда не хотят жить. Когда человек не хочет бороться, он быстро уходит. И эти слова ненавижу эту жизнь, как я устала, я хочу умереть, мне надоело все. И вы говорите, это посылы во Вселенную. И все сделается для того, чтобы ты хотела умереть. Ты заболеешь, не знаю, ты там потеряешь все, у тебя сгорит дом, еще что-нибудь случится. Почему? Потому что ты ставишь вот четкую цель. Не хочу жить. А для того, чтобы выполнить то, что ты хочешь, то, что ты попросила и сказала, не хочу жить, ты говоришь. Ты не хочешь жить? Ну, хорошо. Тогда все сделается для того, чтобы твой заказ исполнили. Понимаете? Мне нелегко сказать. Поверьте мне. То, что я проходила, прохожу в своей жизни, хватит на 7 жизней.
Это не просто какие-то там конфликты, ссоры. Вы не представляете, сколько раз меня ставят перед страшной катастрофой, которая просто... Понимаете, есть вещи в этом мире, над которыми мы не властны. Есть очень много страшных пороков 21 века, над которым мы не властны. И как бы нам ни хотелось исправлять, мы понимаем, что это унесло столько жизней. Там тоже и родители, и родные, и близкие, все хотели спасти, помочь, но ничего не получилось. Самое интересное, когда в твоей жизни часто повторяется определенные сценарии. Наверное, чтобы ты сделала выводы, наверное, чтобы ты перестала быть доброй, человечной, наверное. Но душа человека так устроена, если человек добрый, ну, может пройти через ад, он все равно останется добрым. Не поменяется он ни в какую. Когда люди говорят: ой, у меня такая тяжелая жизнь, поэтому я такая озлобленная сука, извините меня, пожалуйста, мне просто так тяжело. Неправда это. Люди проходили через концлагеря, лишались всего, всех. Как были люди, так и были, так и остались. Проходят мимо щенка на улице, забирают домой, лечат, кормят. А есть тварь, которая родилась в богатой семье, вся в бриллиантах, хороший муж, хорошая работа, все есть просто. И мимо пройдет бедный котенок, мяу-мяу, оттолкнет каблуком. Природа возьмет свое. Если дано выжить, выживет. Так тварь, природа именно через тебя и хочет спасти. Но ты этого не сделаешь. И вот такие больше всего плачут. Там что-то там не то, Вася не позвонил вовремя. Ой, конец света, жизнь не удалась. Кто мало видел, много плачет. Да, по-моему, из известного фильма. Есть такое выражение, Янковский играет, не помню, кого он играет, какого героя, и он говорит: испокон веков, если нужно было что-то поменять в этом мире, то появлялся тот, кто менял. Другого варианта что-то менять в этом мире не существует. Само по себе не рассосется. Многие народы сидят, ждут, пока кто-нибудь сделает их страну цветущей, пока кто-нибудь их спасет, пока кто-нибудь за их земли будет бороться, пока кто-нибудь в Европе или в Евросоюзе или где-нибудь еще замолвит о них словечко. Они ждут, пока кто-нибудь другой за это возьмется сделать, поменяет. Вот само поменяется. Нет, не меняется ничего, ты сам меняешь. Знаете такое выражение? Лучше хреновый конец, чем хрень без конца. Поэтому сказать, что все в наших руках, не совсем правильно звучит, потому что иногда бывают в жизни такие моменты, когда ты понимаешь, что в наших руках ни черта нету. Но, по крайней мере, нам дали ресурс, нам дали выбор. Вот у нас есть выбор. Либо ты будешь человек, либо ты будешь никто. Либо ты выберешь какие-то пороки, которые унесут тебя в могилу. Либо ты будешь жить... Очень тяжело трезво жить в этом мире, понимаете? Поэтому много людей предпочитают отключать свой мозг разными путями. Их много, к сожалению, в наше время. Трезвая жизнь – это самый большой кайф, и трезвая жизнь – это самая большая ответственность, и трезвой жизнью живут только сильные люди. Мне когда бывает плохо, я никогда не пила никакие антидепрессанты. Я вообще знаю, что это вообще имеет очень обратную сторону, страшную. Но я даже успокоительное не пью. Изредка, просто для того, чтобы там восстановить сон. Почему? Я хочу вживую пройти все. Я не люблю вообще охмурять, отключать мозг. Может, поэтому я даже абсолютно не пьющий человек. Меня это раздражает и злит. Что я не могу контролировать себя, процесс вокруг себя, жизнь. Когда бывает иногда там соберутся там с друзьями и так далее, вот 2 бокала шампанского выпьешь, мне этого достаточно. Я не пьянею вообще, через минут 20 это улетучивается, но я чувствую, что вот мне как-то уже хорошо, настроение поднялось. Меня это злит.
злит, что я не могу, ну, как бы, какие-то там свои движения координировать, знаете, вот я лишаюсь контроля. Так я не хочу, не могу. И я никогда не понимала людей, которые добровольно этого контроля над своей жизнью, телом, разумом лишаются ради мимолетного какого-то удовольствия. Но 21 век стал именно таким веком. Да. Я пробно снимаю этот ролик. Загружу, потом пойду еще сниму. Я хочу просто понять и качество, и насколько все правильно работает. Надеюсь, не разочарует меня этот телефон. Не должен я. В принципе, умею выбирать технику, хоть я и не ас в этом. Но все, что я выбирала, долго работает. Хотя часы всегда останавливаются. Но телефоны как-то приспосабливаются к моей энергии и работают. Все же. Тьфу-тьфу-тьфу. Ну, что ж, друзья мои, насладимся этой красотой. И мой вам совет, будьте сильными. Все проходит. Как сказал царь Соломон, и это пройдет. Все пройдет. Жизнь пройдет, а уж плохое тем более. Бывает иногда обидно. Бывает, конечно. Как так? Ну почему? За что? Вот самый любимый вопрос в России. Кто виноват и что делать? Ничего. Быть сильным и жить. Жить, делать свою работу, свое дело. Железная женщина, однако, ей-богу. Я иногда сижу, думаю, вот честно. И это прошло, и это преодолело. Но есть вообще лимит у меня или нет? Даже боюсь говорить об этом. То еще раз. Вообще существует лимит у сильных людей? Ну сколько можно? Ну сколько можно по башке получать? И жить, еще и радоваться жизни. Реально радуюсь жизни. Я чувствую вкус жизни. Может, много лет назад меня бы определенные проблемы напугали. Но сейчас уже как-то так твердо стоишь на ногах. Уже формировалась как личность. Опыт есть в жизни. Знаете, у меня настолько трезвый мозг во всех отношениях, и в физическом, и в ментальном плане. Не знаю, как это объяснить. Вот если в жизни что-то случается, ну вот я споткнулась, предположим, упала. Первая мысль, значит, насколько это рана серьезная, что можно при этом делать, что я с этого вынесла как урок, что вот в этом месте не надо находиться, что у меня там разбилось особо, что-то порвалось или нет, все на месте, все хорошо, все, я сразу за и против, все, скажем так, трезво оценила ситуацию, поняла, где моя выгода, где я потеряла, где приобрела, иду дальше. Этот мой характер мне помогает выжить. У меня характер моей прабабушки. Не просто так у меня с ней связь очень сильная. Я просто вот ее копия. Вот меня видите, вот она была такой же человек. Только у нее еще пострашнее была. На ее глазах зарезали ее родных и близких. Она прошла ужас и ад. Я свой прохожу, а она свой. Я ей благодарна, что она мне подарила этот свой характер. Мне в детстве говорили: ой, ты как своя бабка. Один в один. Характер такой же. Хрен ты, блин, ее... И самое интересное, у меня все-таки бабушки и дедушки, все были сильные люди. Но женщины у нас особенно сильные в роду. Мамина мать очень сильная женщина была, самостоятельная. И сейчас вот первый опыт мне сделала Ира, ожившее прошлое.
Там некоторые фотографии не очень умело получаются. Но ничего страшного, это так. Интересно видеть прошлое. Дед мой где там танцует. Она сама решила выйти замуж за моего деда. Мать ее была против, далеко, не знает этого парня особо. Но она сбежала с моим дедом. Родила детей, всех подняла, всех обучила. Она была учительницей. Моя прабабушка была тоже учительницей. А отец ее был священник. Другая моя прабабушка по линии отца, прошедшая все на свете просто, создавшая семью, родила детей, всем дала образование. Мать моего отца с утра вставала, эти гектары, все это было на ней. Сильная женщина, сиротская жизнь. Бабушка моя Нина, я про нее рассказала. Тяжелая судьба моей бабушки Нины. Ну, вот на кого пальцем не показать, они все были сильные, волевые женщины. Вся семья была на них, они и коровы, и козы, и гуси. Я не знаю, сколько там, чего только не было. Они еще и работали, они еще детей обучали, и все. Переняла эту генетику. Это ж не только у меня. Это практически на постсоветском пространстве. У всех нас были сильные предки. Нам повезло, дорогие мои. Последние 200-300 лет это были очень волевые, сильные люди. Дальше не знаю, что будет, потому что, судя по тому, как мы детей балуем, ну, хотелось бы. Они дети своего века, они тоже не виноваты. Среди них есть очень хороших мальчиков, девочек много. Молодежь наша не пропадает, нет. Хотя есть, конечно, ну, не без этого. Раньше просто порицали это. А сейчас к этому относятся спокойно, это нехорошо. Пороки в общество поэтому и стеклись, что нет осуждения. Понимаете? Это вот долбаная толерантность ко всему. Хоть с открытой жопой прошлись, толерантно. Ну, так получилось, человеку так удобно, может, у него так хорошо, ему там комфортно. Ни хрена хватит. Осуждать надо пороки. Иначе мы придем к тому, что это все хорошо. А это не есть хорошо. Вообще не есть. Ай, все. Пошла я жизнью жить. Пофилософствовала и хватит. Иногда вытаскивайте из закромов свои красивые украшения. Дома мы их не носим особо, а надо. Я люблю больше белое золото. Но иногда надо это делать. Это очень сильно меняет сознание. Это ощущение такое, знаете, своей значимости. Я вчера ехала в такси, обнаружила, как мало мы уделяем внимания себе. Вся наша жизнь посвящена всем вокруг, друзьям, близким, родным. Себе мы так мало уделяем времени, внимания. А ведь молодость проходит, никогда это не повторится уже. Как мало нам хочется прически делать дома, красивое что-то надеть, не знаю, украшения надевать. Знаете, многие вещи, которые у вас есть, и вы покупали, заказывали, это не обязательно, чтобы вы носили. Чаще всего греет душу, когда ты этим обладаешь. Не все ты можешь носить. Есть вещи, которые ты, может быть, раз в жизни будешь носить, и то в каком-то там таком мероприятии прямо вселенского масштаба. В основном мы хотим владеть. И это тоже очень хорошее, правильное желание. Вот я сегодня вытащила свое любимое кольцо. Вот покажу вам. Не знаю, так четко видно, нет? Ага. Ну что ты, вот он. Ничего такого особенного, но огромный бриллиант и белое золото. И как-то мне настроение поднялось.
Лучшие друзья девушек – это бриллианты. Уж поверьте мне, честное слово. Бриллианты хотя бы тебе нервы не портят. Лежать себе спокойно, кушать не просят. И носки им стирать не надо. И много чего еще. Эх, как говорится, раз и еще раз. Еще много-много раз. Много раз. Дети, которые были недолюбленные в жизни, дети, которые видели алкоголизм в семье, у которых не было отца, защитника, добытчика, друга, эти девочки всегда будут повторять этот сценарий постоянно. Потому что они ищут любовь, они готовы за эту любовь заплатить. Пора бы прекращать это все, конечно. Поэтому и сказано, любите своих детей, особенно девочек. Показывайте им, что такое настоящая семья. Есть такой фильм, я не помню, как называется, чернокожие актеры играют, когда дочь приводит своего ухажера познакомить с отцом, и отец говорит, приходите там какой-то день. Он говорит, я не могу приехать в этот день. И девочка это поворачивается и говорит, как, ты же придешь ради меня, это же ради меня тебя просит прийти. Он говорит, нет, и не надо, и ушел. И она обиделась на отца, и отец приглашает ее в ресторан, именно ее, угощает ее и дарит ей бриллиантовое кольцо. Ей там 15 или 16 лет. И она такая, папа, спасибо большое, как это все красиво. И он говорит, я хочу, чтобы ты понимал, никогда не соглашайся на меньшее. Я пригласил тебя на свидание, я подарил тебе это кольцо. Я хочу сказать, что ты достойна лучшего. Не соглашайся на все подряд, только потому, что тебе хочется любить. Только соглашайся на того, кто ради тебя готов быть хорошим, готов для тебя сделать что-нибудь. Понимаете, вот когда такая дочь понимает, что я достойна лучшего, она никогда не согласится жить с человеком с пороками, терпеть, спасать, никогда. А дети, которым с детства говорили, там, пошла вон отсюда, да ты кто такая, дебилы, тупые, уродки, идиотки, да вас вообще не кормить ничего не надо, да вы вообще жить не заслуживаете и так далее. Когда мать смотрела на это все сквозь пальцы и делала вид, что ничего не понимает, и сколько бы мы ни работали, и сколько бы психологи не объясняли и прочее, чего бы мы ни добивались, мы те самые девочки, которым говорили, ты недостойна ничего вообще в этом мире. Ты кто ты вообще есть? Понимаете? Вот в чем дело. Мы все родом из детства. И если нас травмирует, то это на всю жизнь. Не прощаются такие вещи. И правильно, что не прощаются. Недавно смотрела мальчика, которого сожгли в печи родители. Отсидели, вышли, сидят эти твари. Такие вольготные. И этот мальчик, которому внушили, что он должен их прощать, этих моральных уродов. И папаша, который, мы пообщаемся, но лучше на расстоянии. Почему? Потому что он изуродован, и ему не хочется с ним общаться, чем еще и помогать ему. Где справедливость? В других странах за это вообще пожизненно дают. И эта кукушка, мамаша, и этот алкаш конченый, который одного убил, а другого успели вытащить. И он живет среди людей, он еще женился, у него дети есть. С такими не здороваться не нужно, на них надо плевать на каждом шагу. Вы понимаете? Другие такие же смотрят и думают, вроде ничего, сделал мужик, отсидел, вышел, нормально, спокойно живет. А там абсолютно обгорелый, изуродованный человек, понимаете? И этому человеку изуродованному внушили, что надо их прощать. Тогда какой смысл быть добрым? Если ты и добрый, тебя любят. Если ты и нелюдь,
ну, тебя прощают, любят. Тогда зачем быть добрым? Зачем быть хорошим человеком? Зачем быть порядочным человеком? Если все равно ты нормальный. Интервью, звездой стал. Нелюдь, понимаете? Звездой пригласили, спрашивают. Вот, и он там был под воздействием каких-то веществ, он не виноват. У маньяков берут интервью. И это не в тюрьмах, как, например, Вахтанг Микеладзе был, который показывал. И это нужно было, чтобы люди знали, были осторожны, понимали природу этих существ, видели, какой он на самом деле, чтобы остерегались девочки, понимать, что вроде нормальный человек, видишь, ты бы не подумала никогда, а он кто оказался, будь осторожен. Это другую цель преследовала. А сейчас этот Скопинский или как там маньяк, какой-то еще другой, Поволжский, тоже освободился, его приглашают во все шоу, ему ж платят за это. Это что такое вообще? Это что хотят сказать, что надо быть маньяком, чтобы стать звездой? Куда мы катимся? Таких людей вообще запрещали, и могилы не было. И о них вообще запрещали особо говорить и писать. Ну, только написали, что там, что он получил по заслугам, и все на этом. А сейчас мы из них делаем каких-то звезд. Толерантность, их надо понимать. Какие-то психологи, психиатры. Вы серьезно? Куда мы катимся? Мы палачей возвели в ранг каких-то необычных людей. Исследуют их, расследуют их. Раньше таких просто на площади сами знаете, что делали. И все на этом заканчивалось. Это был наглядный пример. Это делалось не для того, чтобы кто-то там кайфовал. Нет, это делалось для тех, у кого такие пороки, если даже близко существуют, чтобы он посмотрел и понял, что с ним будет. А сейчас кланяются им, по всем шоу везут. Ужасающе это все. Ой, хорошо с вами, а дома лучше. Как там говорят, райцентр далеко, а дома хорошо. Пойду я. У меня очень много дел. Заодно и испробуем, вот посмотрим, как он снимает. И, ну, вроде четко, а там поглядим. Еще не до конца умею все функции использовать. Поэтому я знаю, что если приближает, вот он фокусирует, смотрите, и очень четко показывает картину. Прям, даже если он очень приближаешь, он просто четко показывает картину. Это замечательно, конечно. Ну, за такое качество и цена такая, да. Ну, лишь бы снимала там, фиг с ним. Давайте глянем еще что-нибудь, аж голова болит. О, дом деда, ничего себе. Это камера для шпионажа. Обалдеть. Нормально так, ничего. Учту на будущее. Всем удачи.